Привет, друзья! Немного задержался, но не забыл про вас и подготовил новый ролик. Очередной билд по просьбе подписчика. На этот раз нас посетил визионер. Перед началом напоминаю, что вы можете поддержать меня лайком и подпиской на мой канал. Для вас секунда, для меня мотивация продолжать делать для вас контент. Для удобства в описании оставлю тайм-коды. Налейте чай, кофе, приготовьте вкусняшки. На связи Нелла, и мы начинаем. По традиции, начнем мы с обзора класса. Визионер. Класс маг-лучник. Основные атрибуты: конституция, интеллект и ловкость. Имеет хороший урон и контроль, слабая выживаемость, стихия, вода. Настройка ядра. Перед тем как устанавливать камни стихии в ядро, обратимся в профиль, для того чтобы посмотреть, какие атрибуты у нас в приоритете. Как вы помните, основные атрибуты у визионера — конституция, интеллект и ловкость. Но также, если мы посмотрим на остальные атрибуты, то мы видим такой символ, который означает, что данный класс при правильной настройке крови будет наносить дополнительный урон от крита. От этого следует, что ядро будет выглядеть следующим образом. Баланс: 9 камней огня, 5 камней ветра, 2 камня воды. ДПС сборка или же на урон: 9 камней ветра, 5 камней огня, 2 камня воды. Теперь самое интересное — настройка билдов для ПВЕ и ПВП. И начнем мы с ПВЕ и настройки крови. Берем операция разгон для повышения урона с автоатаки в форме стрелка. Далее копание дыры для увеличения уязвимости навыка хакер. Моторный бунт для снижения КТР навыков. И в конце берем операция черного ящика для повышения урона на 50% и снижения получаемого урона также на 50%. Переходим к родословной. И тут сразу я отмечу, основной веткой что в ПВЕ, что в ПВП является вторая, так как здесь находятся навыки, которые повысят урон визионера, повысят его крит, а также выживаемость. Поэтому эту ветку мы прокачиваем полностью. Далее под наше внимание попадает первая ветка. Здесь мы полностью прокачиваем навыки второй и третьей линии. В первой же линии мы берем только первый навык для повышения урона с подрыва. Вторая линия отвечает за повышение урона с навыка подавления. Третья линия улучшает умение искажения, вследствие чего повышает физ и маг защиту после применения, а также физическую и магическую атаку и снижение его перезарядки. Третья ветка же улучшает навыки хакера. И тут мы берем в первой линии первые 3 навыки, они улучшат умение призыв собаки, повысив ее урон, также это умение будет понижать сопротивление пробою у цели. И прокачиваем полностью вторую линию. Тут нам нужен финальный навык для повышения урона тяги. Все оставшиеся очки мы отдаем навыку дерево монет для повышения урона от крита. Теперь переходим к ПВП. Настройка крови выглядит следующим образом. Операция разгон и копание дыры мы оставляем. Далее берем притяжение инерции, это увеличит длительность тяги, а значит увеличит время контроля. В конце берем время шифрования, которое дарует нам непобедимость на 2 секунды. Теперь родословная. Как и говорилось ранее, вторая ветка также прокачивается полностью. Но теперь полностью прокачиваем и третью ветку. Она улучшит навыки визионера, позволяя им накладывать различные негативные эффекты по типу снижения главенства, сопротивления пробою или вовсе блокировки умений. В первой ветке также прокачиваем полностью вторую и третью линию. Во второй линии нас интересует финальный навык, который казнит врагов, у которых здоровье ниже 15%. В первой линии мы берем увеличение урона от подрыва и крах для того, чтобы снять с цели баф на снижение получаемого урона. Оставшиеся очки мы также отдаем дереву монет. Перейдем в варианты. В ПВЕ сборке мы используем Рейн. Он повысит наш критический урон, а также наш собственный урон на 15%. В ПВП же используем дар крови. Данный экс снизит урон и защиту окружающих врагов на 30%. Также дарует вам снижение по вам урона на 10%, а также восстанавливает раз в 10 секунд исходный код. Думаю, стоит рассказать особенность данного класса. Это его пассивное умение, исходный код. При получении зарядов пассивного умения ваш урон в форме VR-стрелка увеличивается пропорционально количеству контролируемых целей. За каждого врага можно получить прибавку на 6%. Из чего следует, что данный класс хорошо показывает себя против большого количества врагов. На этом разбор визионера подходит к концу. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Я напомню, что вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также поддержать канал вы можете с помощью Donation Alerts. Ссылка будет в описании. Всем до скорых встреч. Увидимся в следующем видео.